Концам палки длиной 50 см приложены параллельные силы 600 ньютонов и 400 ньютонов. Найти их равнодействующую и точку ее приложения. Так известна длина палки, обозначим ее L равно большое 50 см. Приложены две силы F1 равно 600 ньютонов и F2 равно 400 ньютонов. Найти равнодействующую этим силам начале F и точку ее приложения. В каком месте она будет приложена. Значение L от конца 600 ньютонов. Длина палки 10 см. Здесь приложена сила к ней F1. Здесь действует сила V. Что касается равнодействующей силы, то без точки ее приложения можно сказать о том, что две эти силы F1 и F2 направлены в одном и том же направлении, будут равно где-то общей силе F, которая направлена, если их сложить, будет равна просто сумме модуль силы F равен модулю силы F1 плюс модуль силы F2. F можем записать как значение модуля равно F1 плюс F2. Можем сказать о том, что F будет равно 600 плюс 400 1000 ньютонов. Это пока определили, какая будет сила равна сумме этих сил. Пока еще определили ее модуль, но теперь нужно определить точку приложения. Пусть эта точка приложения отстоит от силы F1 на расстоянии L. Для того, чтобы точка приложения этой силы была в таком месте, где палка не будет двигаться, воспользуемся условием устойчивости рычага. Для того, чтобы все это было устойчиво, находилось в равновесии, необходимо не просто, чтобы сумма действующая всех сил будет равна нулю равнодействующей, а и сумма моментов всех сил должна быть равна нулю. В данном случае, если заменить действие этих сил одной силой, она будет направлена, естественно, в точку подвеса рычага, она будет равна F. Ну и она будет скомпенсирована, конечно, реакцией рычага, которая не даст возможности этой силе всю эту палку сдвинуть вниз. Вот вместо этого эту точку мы должны найти. Что касается условий равновесия рычага, тогда можно посмотреть, какие здесь действуют моменты. На левую сторону вот этой точки, приблизительно где мы думаем, что находится точка равновесия, находится действие силы F1. Момент этой силы, запишем M, момент силы F1 будет равен силе F1 умножить, естественно, на плечо. Плечо мы пока еще не знаем, обозначим его через значение правой стороны. Действует момент силы F2. Пишем его. F2 должен быть равен силе F2 умножить на плечо, которое действует силой F. Плечо силы F2 будет равно L большое минус F2. Раз моменты этих сил направлены друг против друга, если сила F2 можно считать по часовой стрелке, сила F1 против часовой стрелки, тогда моменты этих должны быть силы одинаковые. Но, естественно, если одинаковые, тогда и модули этих моментов будут одинаковые. Поэтому можем просто записать, что модули моментов F1 и модуль момента F2 будут равны. Так запишем уже без значения векторов. F1, что множится на L, равно F2, что множится на L большое минус L. Открываем скобки, то мы получаем F1 на L равно F2 на L минус F2 на L. Переносим L, которую нам нужно узнать в левую сторону, получаем F1 на L плюс F2 на L равно F2 на L большой. Выносим за скобки, получаем L. F1 плюс F2 равно F2 умножить на L большой. Итак, отсюда L будет равно F2 умножить на L большое и поделить на F1 плюс F2. Равно подставляем значение F2 400 ньютонов умножится на 50 сантиметров и делим на 1000 ньютонов. Во-первых, ньютоны можем сократить, а 2 нуля здесь сократим и 0 сократим здесь. И там получаем 20 сантиметров. В данном случае получилось даже не нужно переводить это в обычную систему метры, достаточно 20 сантиметров. Это расстояние 20 сантиметров. Напишем F1 до действия 20 сантиметров, остальное расстояние F2 до точки подвеса 30 сантиметров. В таком случае условие равновесия здесь выполняется. Точка подвеса вот F1 на расстоянии 20 сантиметров. Результирующая сила равна сумме двух этих сил будет 1000 ньютонов. Находится вот здесь результирующий двух этих сил. Естественно, компенсирована реакция опоры.